Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 января. Давайте узнаем, что там до конца января случится или произойдет. Какие события ожидают ваш знак зодиака и какие подсказки нам дадут карты. И первыми картами это будет три знака судьбы на колоде 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Мы смотрим, да, каковы ключи. А вы переложите свою ситуацию на ту метафору карт, которая вам выпадет. Что желают подсказать вам карты? Что они вам хотят сказать? Или как видят вашу проблему, может быть и так. И хоть наш расклад общий, но я так искренне надеюсь, что подсказки вы получите. Ну и мы с вами проведем приятное время. Итак, что же там случится для водолеев? Произойдет первый знак судьбы, вторая карта. Что ждет? Может быть, вам и доведется принимать важные решения в какой-то сфере жизни. Тогда мы достанем еще одну карту, как с чем или с кем это будет связано. По сути дела, это вот что идет в вашу жизнь, может быть, с какой-то ситуацией, которую нам обрисуют карты. Может быть, и главное какое-то событие, которое вот как кульминация именно в эту декаду. И достанем карту неожиданности разного рода, может быть, информация, но это все то, чего мы не ждем. И спросим, в чем ваша фортуна, что вам в чем везет или что вам помогает где-то. И по основным сферам жизни что ждать? Сфера личной жизни, любовь, взаимоотношения, семья, иногда и дом. Что ждет водолеев в финансовой сфере с 20 по 30 января и по части работы, достижений, ваших планов. У кого-то карьера, у кого-то учеба. Может быть и просто важные какие-то встречи, согласования, документы. Давайте будем смотреть первый знак судьбы, какая подсказка. Ну, где-то королева мечей – это вы сами. Не обязательно, что это обязательно женщина, да, по полу карту мы не рассматриваем, но это какие-то рациональные решения должны быть. Именно в этой колоде, обратите внимание, дверей закрытых нет. Но где-то есть наше к чему-то предопределение или к чему-то отношение, наше мнение. Оно нам может помешать, потому что это как образ, да, вот тут конкретно на карте. И э, мы где-то в этом можем подзастрять тоже, а тем не менее карта нас больше призывает к тому, что мы наоборот в этот момент, в этот период времени, как минимум с 20 по 30, должны как будто быть очень наблюдательны. Тут не все надо, может быть, сразу начинать анализировать, а сначала нужно подметить или заметить, на что-то обратить внимание. Какие-то нюансы не должны от вас ускользать, потому что именно в них могут храниться, таиться подсказки, с чем это связано. И для мужчин это точно так же, хотя я не исключаю, что, мои дорогие девочки, вы можете ощущать «я сама по себе». А для мужчин это может быть важная женщина в вашей жизни. Может быть, вопросы статуса, кстати, у кого-то. С чем это связано? А вот нельзя замечтаться, посмотрите, очень добрая карта. Шестерка пентаклей. Это победа, это финансовое благополучие. Это карта, когда буквально подарок, поступление или получение денег. Может быть, решается какой-то вопрос. По крайней мере, карты больше говорят нам две, что у вас сейчас именно в эту декаду может быть и хорошая правда, как и настроение. Но тогда рядом у нас карта, которая призывает больше быть внимательным, все то, что я сказала. Может быть, что-то будет меняться. Вот сам по себе такой период, он не будет длиться вечно, понимаете? Вам как судьба помогает в эту декаду для того, чтобы вы какую-то траекторию продумали дальше, мои дорогие. И здесь нельзя замечтаться. Вот такой знак судьбы. Правда, у кого-то из вас будет, смотрите, решаться вопросы по части дома или вашего места пребывания. Мы говорим, открытые двери или закрытые. Закрытых дверей нет, да, по первой позиции. На второй позиции дверь закрыта, но все в сборе, все, кто дорог. Это карта праздник после победы. У вас как будто и победа какая-то именно финансовая. Может быть, по этой карте чья-то помощь. Я этого не исключаю. Но какой-то явно вопрос либо финансовый, либо по жилью на данный период времени, да, 10 дней, он у вас как будто решен, вас явно что-то радует.
Но дается вам это для того, чтобы переложить на какой-то прогресс. Давайте третий знак судьбы. Точно переложить на какой-то прогресс, будут перемены. Всегда это карта трансформации, конечно, башня. То есть это может быть связано с чем? Может быть, буквально на кону совсем скоро, может быть, в конце января. Может быть, это как знак судьбы уже с заходом на февраль, правда? То есть мы явно можем пока, ну, где-то и благодушествовать, потому что все неплохо, а явно перемены будут. По аркану башни иногда это бывает даже новость в средствах массовой информации. Опять же, старший аркан. Это всегда какие-то внешние события, которые не вы инициировали. Но что-то нам конкретно карта говорит, будет меняться, и тебе придется принимать какое-то решение. С чем это связано? Закрытые двери. Может быть, это и для вас, знаете, как происходит внутренняя такая трансформация, именно потому, что вы понимаете, что в вашей жизни были какие-то закрытые двери, вы долго чего-то ждали. И это ведь закрытая дверь, это как барьер. А по аркану башни, кстати, есть и такое значение, потому что прообраз — это первые даже карты Таро, это тюрьма, старая тюрьма, такое мрачное здание, которое дало трещину. И вот она стоит, тем не менее, с этой трещиной, стояла очень долго, и от попадания молнии она разрушается. Иными словами, если мы говорим тюрьма, то вот это как раз барьеры какие-то есть, какие-то ограничения. И, может быть, рушатся эти самые ограничения, заканчивается какое-то ожидание. Но вполне вероятно, это может быть, как я говорила, новость, которая говорит о том, что какая-то перестройка идет. Ведь карта башни иногда ассоциируется с системой, системой иерархии. Или система, может быть, законодательная какая-то. Или по вашему вопросу, может быть, да, закон был один, а выходят подзаконные акты, и тут как-то будет иная конфигурация. Но тут не время ждать или думать, что так вот будет продолжаться вечно. Вам нужно подумать о том, что это точно, посмотрите. Если ты, я так думаю, что вот именно третий знак судьбы — это как предупреждение. Водолей тебе сейчас дается достаточно, ну, такой прогнозируемо удачный, хороший, добрый период. Я не могу сказать, что это вот как удача, которая, знаете, как звезд нам в ладони насыпали. Нет, тут и вы сами что-то сделали хорошо. Но как будто приготовься к тому, что все равно что-то будет меняться. И тебя вот какая-то новость, может быть, она тебя не должна застать врасплох. Она не должна тебя словно обесточить две мелкие пятерки, которые, знаете, это не есть что-то крупное, существенное. Но это именно, вот я иногда называю, заноза какая-то, ну не получается, и все. Так вот это может быть связано, вот вы себе представляли, что-то наметили. Банально, мои дорогие. Вот какой-то даже ваш план. Так вот, ваш план, его придется корректировать. Именно потому, что внешние какие-то события или третьи лица, третьи силы, какие-то обстоятельства, скорее всего, будут меняться. С чем или с кем это связано? С семьей. Может быть, и вы тут какую-то конфигурацию будете менять. Может быть, себе нужно сказать, а вот теперь пора. Очень добрая карта, которая может, конечно, говорить о том, что вести издалека, может быть, у кого-то даже так проиграется. Вести о вашем доме или о ваших родственниках, да, далеких родственниках. Или меняется именно ваш статус, может быть, отчасти так. Или к этому идет. Или решается вопрос по части вашего места жительства, пребывания. Но точно так же это именно сейчас с кем связано? С деньгами. Поступление денег, мы об этом сказали. Тогда последний знак судьбы будет говорить о том, что у тебя сейчас как будто, да, денежная ситуация выравнивается, но тебе нужно тут же предусмотреть какой-то последующий период, потому что что-то может меняться, да. Вы можете по части денег получить дополнительную информацию, да. Именно в эти 10 дней это будет связано с тем, что, допустим, приходили деньги из одного источника, да, или одним образом, а тут какая-то система перестраивается. Ну и мы ожидаем, что как раз тут эпоха у нас с вами цифровизации, и тем более по части финансов у нас как раз совсем близко в феврале Уран, ваша планета-управитель из знака зодиака Телец, который как раз и олицетворяет благополучие, где-то и финансы.
из ретро-движения будет переходить в прямое движение. И поэтому какая-то история, которая связана с прошлым, или та история, которая, ну, для нас мы к чему-то как привыкли, да, тут, скорее всего, знаете, может претерпевать такие изменения, которые для нас могут быть неожиданными, но эти изменения, они были задуманы, может быть, и не нами. Может быть, это, знаете, как сильными мира сего, вот правда? Перестраивается система взаиморасчетов, почему нет? И вам придется тоже себя несколько перестроить, адаптировать. Здесь может быть очень много сбивчивой информации. Здесь может иногда проходить тот человек, который вам что-то обещает, но либо у человека что-то поменяется в последний момент. Вот имейте в виду, не обязательно же, что кто-то нас тут решил обмануть. Нет. А может быть такая ситуация с учетом вот именно этого триплета и пятерки жезлов, да, предыдущая карта нам говорит, дом, деньги, может быть, работа, откуда приходят деньги, то вот с кем или с чем это связано? С какими-то людьми, или пусть это даже как организация, и вот там будут изменения. Стало быть, и вам где-то себя придется перестроить. Неожиданности. Паш мечей, вот какая-то новость может быть. По пажу мы начинаем чему-то учиться. Вот, кстати, может быть так, спешно кому-то придется неожиданно учиться для того, чтобы получить, например, какой-то сертификат, получить какой-то документ или добавлять себе знаний. Может быть, эти знания банальные, да, юридические, как это осуществить. Может быть, в какую-то контору юридическую обратиться, к адвокату. Или вы сами будете искать эту информацию через интернет. Вполне вероятно. Опять же, мечи — это всегда интеллект, интернет где-то тоже. То есть все средства связи. По этой карте может быть такая вот неожиданная новость от ваших детей. Может быть, это и новость, связанная с семьей где-то. Я вот тоже об этом говорила. Но, правда, нам себя как будто перестроить придется. В чем же ваша фортуна? Очень знаково. Все то, что я сказала по королеве мечей, обратите внимание, вторая такая же карта. И в этом вот то, что нам кажется сейчас, как бы, ну, у нас получается. Вы явно чем-то остаетесь довольны. Это однозначно, мои дорогие водолеи, в этот период. Но, повторюсь в очередной раз, вам дается как помощь высших сил для того, чтобы вы, может быть, как ваша миссия, чтобы вы не о гордыне ни разу эта карта, а это когда карта ответственности, да, мы берем на себя, ведь прообраз Юдивь. Именно ответственность за собственную организацию жизни, ответственность за собственные поступки. И когда мы сами в одиночку продолжаем какой-то путь. Но в этом ваша фортуна. Вот так. Поэтому без важных решений, видимо, вам не обойтись. Любовь, личная жизнь. Но у кого-то, вот смотрите, еще одна пятерка. Тут у нас пятерка мечей, пятерка пентаклей. Всегда вот я говорю эти занозы. А по пятерке кубков это могут быть какие-то разочарования. Может быть, даже для вас ситуация такая, что вы как аналогию проводите с прошлым. Ведь по пятерке кубков я всегда говорю словами именно Клаудио Пенейро: над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Может быть, для кого-то из вас сейчас вот именно такая складывается палитра ситуаций, взаимоотношений. Может быть, у кого-то даже какое-то недавнее, может быть, было знакомство, например, да, а до этого вы словно были вот так вот взаперти, да, какая-то прежняя история была у вас грустная, и вы уже дошли до того состояния «никому не верю». Вот у кого-то здесь и освобождение вот от этих грустных мыслей. Тут действительно можно уже и как бы пора и осколки выбросить, и вымыть пол. С чем это связано? У кого-то, может быть, и помириться. Ух ты, император. Но здесь конкретная тема, которая будет связана либо с законом, либо правдой в очередной раз. Как и по аркану башни я говорила, да, система как иерархия, так и буквально законодательная. И император — это вот как раз про ответственность, организацию собственной жизни. Но ведь это часто официальные лица. Поэтому, может быть, кто-то как свой статус вы будете подтверждать. Или, может быть, через обучение и много сил где-то уйдет на то, чтобы, может быть, быстро что-то изучить, какой-то экзамен сдать и получить вот этот вот документ. У кого-то это будет связано с жильем. Может быть, как, ну, оформить тоже нужно какой-то документ, где вы находитесь,
и вам придется обращаться в какие-то инстанции, подписывать документы, при этом так, знаете, очень быть и скрупулезным, и внимательным. Тут ни разу не про мечты. Тут вам дается именно какой-то период, такой, ну, мы 10 дней смотрим, это короткий период, для того, чтобы вы как, ну, наверное, действительно выбросили какие-то осколки, вымыли пол и организовали свою жизнь как-то по-другому. Вполне вероятно, может быть, и вы раньше были отношения, которые как были препоны, да, государству, ну, или по законам вы не могли что-то как или соединиться, или вместе. Вы так думать могли, да? Ну, вместе быть. Вот у кого-то так же, да? И здесь тоже что-то может меняться. Сложно сказать, конечно, в какую сторону. Но давайте я достану еще одну карту, может быть, именно связано с человеком. Решится человек или не решится на что-то, или вы сами. Здесь вам нет, все-таки говорят, вот о том, что у кого-то может быть, кстати, работа на дому, а прежняя работа, может быть, или вас работа это уже не устраивает, и вы будете организовывать свою жизнь, рабочее место, и при этом что-то еще пытаться, ну, как для себя, как более такую продолжительную дорожку освоить, или как запасной аэродром освоить какой-то в плане собственного благополучия, конечно, в первую очередь. Тут не все однозначно, понимаете? Может быть, поэтому нам говорят: не замечтайся, не строй себе вот эти образы, потому что у вас может быть человек, который много обещает, вот правда, как харизматичный лидер. Но ведь по этой карте я часто говорю, тот, кто вам, вот, да, может быть, это и даже у кого-то страстная любовь, мои дорогие. Но эта страстная любовь, особенно с пятеркой кубков, ни к чему не приводит. Может быть, это то, что было в прошлом, а вам теперь дает пространство забыть эту историю. У кого-то конкретно так будет проигрываться, а кто-то будет делать выводы, что я много потеряла времени, надеясь на какого-то человека. По королю жезлов это, вот знаете, как в этой карте. Объясняет нам, да, король в короне, все как полагается. Что-то показывает на карте, да, но кому? Коту. Поэтому какие-то красивые речи, умные, такие грамотные, да, но вот когда доходит до дела и конкретно в чем-то проучаствовать, участие мы не получаем по этой карте. Это именно харизматичный лидер. Он как руководитель, он как начальник. Это он нам что-то говорит делать. Делай так, не делай так. Может быть, где-то вам это и не нравится. Но кто-то может и вписываться, пытаться, да, в какую-то новую реальность жизни, и вам тоже что-то будет не нравиться. Но тут, видимо, не совсем тот период, если это, ну вот перекладывайте на себя, если вы находитесь в такой ситуации, что все-таки приходится что-то учитывать, то по этой карте мы просто делаем выводы, мы пока не рвем. А давайте вот как-то сложно совет достанем на личную жизнь, на любовь, на дом. Будьте на своей волне. Те возможности, которые посылает судьба, вот именно надо пользоваться. Уметь правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Вот конкретно так. Деньги, пятерка мечей. Вот снова нам говорят, будь-ка ты внимателен. И здесь так, кому-то может именно на получение денег влиять конфликт. Вот взяли, поругались. Все решают люди. Может быть, с работодателем, может быть, начали настаивать на чем-то своем. Понимаете? И тут ведь каждый останется при собственном мнении. И ничего мы тут никому не докажем. Каким-то образом, через взаимодействие правильное с людьми, от этого будет зависеть ваше благополучие и денежный эквивалент. Примите это к сведению. Ваши достижения, правда, учеба. Знаете, это как экзамен жизни какой-то вы сдаете, а кто-то учится напрямую. Потому что по тройке пентаклей это действительно как проходит изучение и раскрытие собственных талантов, работа в команде. Может быть, как поиск дополнительной работы и обучения, я уже об этом где-то говорила. Но мы по этой карте всегда тройка, это карта будущего. Мы идем вперед. И даже если в некоторых темах у вас, мои дорогие водолеи, сложный такой период, тогда примите во внимание, что это как экзамен жизни, переходный момент. Эта башня может это как раз и означать. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и за ваши замечательные душевные комментарии.
Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, прочитайте планетарный гороскоп на период с 18 по, точнее с 12 по 18 января. Я оставлю ссылку в описании под видео. Пусть это несколько раньше, чем тот период, который мы смотрим на картах. Ну, кто знает, может быть, для вас подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.